Третий сезон eFootball привнес с собой одно из самых весомых обновлений, которое вроде бы как добавило новый контент, а с другой стороны добавило что-то непонятное и вообще ничего не добавило, по мнению некоторых. И даже несмотря на то, что в отдельном ролике, в отдельном обзоре я постарался весь этот контент охватить, все-таки есть такой контент, который прошел мимо меня и, скорее всего, мимо вас тоже. Поэтому сегодня предлагаю обсудить весь контент версии 3.2.0, который прошел мимо нас с вами. Поэтому устраивайтесь поудобнее, поддержите это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Трудно поспорить с тем, что людям намного интереснее наблюдать за тем, как кто-то играет в eFootball, нежели рассуждает о слухах и новостях, связанных с этой игрой. Поэтому у меня для вас есть предложение. YouTube, канал Старика Баргира. На нем вы найдете интереснейшие стримы по eFootball, общение со зрителями и в лишний раз возможность подсмотреть, как играет стример, благодаря отображению геймпада во время трансляции. Также на его канале присутствуют увлекательные и, что самое главное, полезные гайды по eFootball. Поэтому, если вы хотите научиться играть в эту игру, настоятельно рекомендую. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Начнем с чего-то более очевидного и закончим, как-то ни странно, чем-то менее очевидным. Итак, первое, что мы могли пропустить, это новый буст. Он промелькнул в трейлере, в принципе, я его заметил, наверняка и вы его заметили, но мы как-то не разобрались, что он из себя представляет, что же это за буст такой. Это один из новых бустов, который также мелькал в отдельном ролике с Лионелем Месси, мы еще гадали, что же из себя будет представлять этот буст. Этот буст направлен, скажем так, на весь ваш состав, то есть он активируется в зависимости от определенных условий. В трейлере нам наглядно показывают, что этот буст активируется при наличии игроков, например, J-лиги, то есть условия, чтобы в вашем составе присутствовали футболисты из определенной лиги, вот, в трейлере из японской лиги. И за счет этого и как раз таки активируется буст, который повышает скиллы футболиста. Konami отмечают, что условия для активации буста могут быть разными, где-то футболистов может понадобиться больше, где-то меньше, в общем, раз на раз не приходится. Пока что в игре еще нет карточек с этим бустом, но я думаю, что вскоре мы их увидим. В обзоре я упоминал про новых легенд, наподобие Кантана и остальных, но в целом как-то мы не рассмотрели этот список поподробнее. Во многом потому, что здесь присутствует много фамилий, которые нам так или иначе знакомы и которые, ну, вроде как уже появлялись в игре. Но, тем не менее, есть пара-тройка футболистов, которые по итогу дебютируют в eFootball в новом сезоне. А может быть и не в этом сезоне, может быть чуть попозже, но не суть. Опять же, это тот же самый Эрик Кантана, то есть он до этого ни разу не появлялся в серии PES и уж тем более в eFootball. Что касаемо еще новых легенд, то это Гаиска Мендьета, в прошлом игрок Валенсии, Лацио и других команд, и также Ли Диксон. То есть две неочевидные легенды, которые, скорее всего, ну не сказать, что привлекут наибольшее количество игроков, но тем не менее это новые фамилии, это новые лица и, скажем так, они вливаются в общий список уже имеющихся легенд в eFootball. Насколько мне известно, к настоящему времени в файлах игры еще не обнаружили их модельки, то есть модельки других футболистов, которые появились, уже были обнаружены. Это все та же самая обновленная моделька Бекхэма, Шмейхеля, ну и остальных ребят. А вот что касаемо этих двух ребят, вроде бы я их еще не наблюдал. Следующее так называемое нововведение прошло мимо игроков на консоли и ПК, поскольку оно касается мобильной версии игры, но я думаю, что об этом тоже стоит упомянуть. На мобильных устройствах наконец-то появились фамилии на футболках и также добавили лицевую анимацию. То есть теперь при праздновании голов футболисты активно приоткрывают рот, скажем так, орут. Ну и если у вас, скажем так, мобильное устройство хорошее, с хорошим железом, вы играете на максимальных настройках графики, то также у вас должны быть видны фамилии на футболках футболистов. Это все мелочи, но эти же самые мелочи игроки на мобильных устройствах ожидают еще со времен 17 и 18 части на мобильных устройствах. Так что, я думаю, их можно поздравить с этим нововведением. Помимо всего прочего, в новой статье, где Konami привели нововведение версии 3.2.0, они также упомянули, что введена кроссплатформенность между ПК и консолью Xbox. Однако есть одно большое но. Я не знаю почему, но версии на ПК, которые из Steam и из Store Microsoft, они различаются. И поэтому, если вы пытаетесь законнектиться с игроками, которые на Xbox со стимовской версии, у вас ничего не получится. Только при условии, что у вас версия игры из магазина Microsoft, или как-то так он называется, у вас должны быть шансы, насколько я понимаю. Хотя и это далеко не факт. Я так подозреваю, что речь идет о дивизионах, то есть есть возможность, что игроки, которые играют, опять же, версию игры из Microsoft Store, могут попасться игроки на Xbox. Но как бы то ни было, первые ростки кроссплатформенности были посажены. Также немного про круг почета. Если
если вы не углублялись в те самые награды, которые мы получим за прохождение тех самых кругов почета, то, возможно, для вас будет открытием, что помимо эпического Неймара, мы также сможем получить эпическую карточку Марадоны, Костакурты и еще 2 карточки Кобеля и Криштиану Роналду. Об этом я рассказывал в сегодняшнем видео, только на втором канале Unrealistic PES, ссылка выскочила в правом верхнем углу. Так что просвещайтесь. И продолжая тему с кругом почета и его контентом, если обратиться к сайту eFootball Hub, который собирает всю информацию касаемо базы данных игры, то мы недополучили еще 2 карточки, а именно карточку Савича и Челханоглу, по аналогии с карточками Роналду и Кобеля, то есть карточками национальных сборных. Судя по всему, они станут следующими футболистами, которые будут представлены с еще 2 эпическими карточками, то, как сейчас представлены Роналду и Кобель с Костакуртой и Марадонной. Однако, когда это произойдет, остается неизвестным. Ну а на этом все то, что мы могли пропустить, весь тот самый контент, который мог пройти мимо нас, у меня подходит к концу. В комментариях пишите, о каком контенте вы, возможно, не слышали до этого ролика, или же наоборот слышали. Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, поскольку именно ваша активность помогает в продвижении этого ролика. Ну и если вы находитесь здесь впервые, не забывайте подписываться на канал с колокольчиком. Всем спасибо за просмотр и приятной игры. До скорых встреч!